Иногда, чтобы удовлетворить свои корыстные желания, люди вступают в брак, даже несмотря на взаимную неприязнь. Однако такие браки недолговечны, и очень скоро супруги разводятся, либо просто расстаются. Комментарий его божественной милости от Бхактиведанта с вами Шрилы Прабхупады. Как уже говорилось, у каждой обусловленной души есть склонность обманывать, и эта склонность проявляется даже в браке. Повсюду в материальном мире обусловленные души завидуют друг другу. Какое-то время люди могут жить дружно, но в конце концов из-за денег они становятся врагами. Иногда они вступают в брак, а потом разводятся или просто расстаются. Как правило, союзы между обусловленными душами непрочны, поскольку у них всегда сохраняется склонность обманывать, а значит и враждебное отношение друг к другу. Даже в обществе сознания Кришны браки распадаются, и люди становятся врагами, потому что не могут совладать со своими материальными желаниями. Again, the verse. Evam vitta vyatishanga vivritta vairanubandho vipurva vasanaya mitha udvahatya палахати. Иногда, чтобы удовлетворить свои корыстные желания, люди вступают в брак, даже несмотря на взаимную неприязнь. Однако такие браки недолговечны, и очень скоро супруги разводятся, либо просто расстаются. So anyway, this chapter called Material World as a forest, great forest of enjoyment. Что сказать? Эта глава называется «Материальный мир как лес наслаждений». So we become attracted by material enjoyment, thinking that we'll find happiness in this material world. Привлеченные материальными наслаждениями, мы считаем, что сможем обрести счастье в этом материальном мире. But often we find more suffering than enjoyment. Но часто мы находим больше страданий, нежели наслаждений. And even enjoyment we find is also flickering and temporary. И даже те наслаждения, которые выпадают на нашу долю, временны. And once it's gone, then we again hanker for same enjoyment. И как только они уходят, мы сразу же начинаем жаждать тех же самых наслаждений. But often we cannot get the same enjoyment again. Часто мы не можем получить их снова. Even we try to make arrangement. Хотя мы стараемся устроиться для этого. Isn't it often we hear older persons remembering their youth? Часто, правда, мы слышим, что старые люди, они вспоминают о своей юности. Isn't it? Да? I remember my grandfather, he used to talk about his youth, how he enjoyed life in his youth. Я помню моего дедушку, и он все время рассказывал о том, как он наслаждался жизнью, когда был молод. But after reaching old age, he couldn't get the same enjoyment again. Но достигнув преклонного возраста, он уже не смог наслаждаться таким. So even so-called enjoyment is temporary. Поэтому даже так называемое наслаждение временное. And that can be the cause of lamentation in the future. И это может стать причиной скорби в будущем. And often we're getting actual suffering or disturbed situation. Но часто мы попадаем в какие-то сложные ситуации и испытываем настоящие страдания. Here this verse is mentioning that people get married with high hopes of happy life. В этом стихе говорится, что люди вступают в брак в надежде обрести счастье. Usually the marriage is a very cause for celebration, great cause for celebration, isn't it? Обычно брак или свадьба — это такой повод для праздника. We often see, line of cars driving, they're covered with some colored banners, blowing their horns. Мы часто видим, как вереница машин едет украшенная, гудит сигналы.
they go to some, scenic place. Они приезжают в какое-то место с красивым видом. The husband is dressed nicely with his И муж special suit and красиво tie. одет в такой особый костюм с галстуком. The wife has some beautiful white bridal dress. У жены свадебное платье очень красивое, белое. Some bridesmaids. Подружки невесты. They're all drinking, vino. Все они пьют. Taking pictures. But after 1 year, Но проходит год. many times already divorced. И часто случается развод. If not after 1 year, maybe after 2, 3, 4 years. Ну, если не через год, то через Sometimes 2, after 10, 15 years. 3 или 4, иногда брак держится 10. Percentage of divorce high in Russia. Какой процент разводов в России? 99. 99. I don't know what's like. Also, no? 70% or 60%. 80%. 80%. Some says 90. Anyway, it's quite high. So, unfortunately, this is, and of course, children already there. Then this can be more disturbing. Конечно, если к этому времени уже появились дети, это может быть труднее, больше беспокойства. Both the husband and wife are attached to the children, but they cannot tolerate each other. Потому что как муж, так и жена привязаны к детям, но друг друга терпеть они уже не могут. So if somebody has a happy married life, or at least peaceful married life, tolerable married life, they can consider themselves fortunate. Итак, если у вас счастливая семейная жизнь, ну или по крайней мере такая спокойная семейная жизнь, скажем так, вы можете считать себя счастливым. Удачливым. Of course, in Krishna consciousness, the advice is, try to make yourself as Krishna conscious as possible. Then, you have better chance of overcoming the difficulties that one may face in family life. Конечно, в сознании Кришны нам дается такое наставление, что постарайтесь улучшить свое сознание Кришны, максимально развить его, и тогда в семейной жизни вам будет легче. Try to keep Krishna in the center of your marriage. Старайтесь устроить все так, чтобы Кришна был в центре вашего брака. Prabhupada advised for grihastas 4 things. Шрила Прабхупада давал 4 совета для грехастов. You make some altar in your home and you worship the Lord. Установите дома алтарь, поклоняйтесь Господу. You offer your food to the Lord and the family members take prasadam together. Предлагайте пищу Господу, и чтобы все члены семьи принимали вместе прасад. You do kirtan together. Пойте киртан вместе. And you listen to books, read the Bhagavatam, read the Gita together. Слушайте книги, читайте вместе Шримад Бхагаватам, Бхагавад-гиту. How many householders here? Сколько тут домохозяев у нас? Put your hand if you're a householder. Поднимите руку, если вы домохозяин. Not many, huh? Немного. None of the ladies are married? Все женщины не женаты, да? Не замужние? Put your hand up if you're married. Замужние женщины, поднимите руку. Okay. And how many of you have an altar in your home? У кого из вас алтарь дома есть? Okay. And how many offer food to Krishna? Кто из вас Кришну предлагает? Кришне пищу предлагает? Huh? Okay. And how many have kirtan regularly at home? Кто регулярно дома киртаны исполняет? Гораздо меньше, а? Гораздо меньше. Гораздо меньше. Гораздо меньше. Чем вкушение просада. How many have some reading of Bhagavatam or Gita at home? Кто дома читает Бхагаватам или Гиту? That's more. But I see very few have kirtan at home. Киртана что-то дома почти не А почему? Neighbors. No, but without instrument you can clap. Без инструментов можно хлопать в ладоши. Yeah, just it's Sankirtan movement.
Наше движение Санкиртана все-таки. Kirtan is a life and soul. Киртан — это жизнь и душа. So anyway, Prabhupada advised those 4 things. Шрила Прабхупада дал нам 4 таких Better больших to совета. try to do little kirtan, 10 minutes or 15 minutes every day. Лучше немножко киртан петь каждый день 10-15 минут хотя бы. I think it's not so difficult. Это, наверное, не And трудно, мне it's кажется. good, you know, it brings the family together. Очень хорошо это сплочает семью, It brings the hearts together. сближает сердца. You see, when we are here in the temple, we're chanting kirtan. It's a very nice experience. Здесь, в храме, когда мы воспеваем киртан, это очень хороший опыт. It's a meditation on Krishna. Это медитация на Кришну. So also at home can do. Также это можно делать и дома. Even only 2-person, 3-person. Даже если у вас всего 2 или 3 человека. And it's very good for the children also. Это также хорошо очень для детей. That they, you know, get the habit of kirtan in their lives from early age. Потому что с ранних лет у них возникает привычка петь киртан. So, even if you think I'm not a good singer, I don't play instrument well. Даже если вы думаете, что я не очень хороший певец, и на инструментах играю не очень, Doesn't matter. Holy name is full of transcendental potency. не важно. Святое имя преисполнено всех духовных сил, духовного могущества. And it will help marriage to become also stronger. Это поможет усилить ваш брак. Maybe we read the next verse. Давайте прочитаем следующий стих. Just read the translation. Путь материальной жизни усыпан терниями, и, идя по нему, обусловленная душа терпит бесконечные муки. Иногда она что-то теряет, иногда приобретает, но и в том, и в другом случае ее на каждом шагу подстерегают опасности. Рано или поздно она разлучается со своим отцом, либо он умирает, либо судьба разъединяет их. Оставшись без отца, обусловленная душа еще сильнее привязывается к своим детям или другим близким. Иногда она теряет способность здраво мыслить, иногда ее охватывает страх, и она громко кричит, а иногда, увлекшись семейными делами, она чувствует себя вполне счастливой и даже поет от радости. Погрязнув в мирских заботах, душа не помнит, что давным-давно, в незапамятные времена, она разлучилась с Верховным Господом. Она придет дорогой в материальной жизни, которая полна опасностей и приносит ей одни лишь разочарования. Те, кто познал свою духовную природу, не желают оставаться в материальном мире и подвергать себя этим опасностям. Поэтому такие души ищут покровительство Верховной Личности Бога. Пока обусловленная душа не встанет на путь преданного служения Господу, она не сможет освободиться из материального плена. Итак, материальная жизнь никого не делает счастливым. Чтобы обрести истинное счастье, нужно развить в себе сознание Кришны. Внимательно изучив образ жизни материалистов, любой здравомыслящий человек поймет, что в этом мире счастья нет и быть не может. Однако из-за того, что обусловленная душа с незапамятных времен идет опасным путем материальной жизни и не общается со святыми, она утратила способность здраво мыслить и хочет наслаждаться, живя в материальном мире. Иногда материальная энергия позволяет ей испытать мимолетное счастье, но в то же время постоянно наказывает ее. Читание Чаритамрити, Мадхья-лила 20.118 сказано: «Данья джаны раджаена надите чубая». Материальная жизнь – это сплошная вереница несчастий, но иногда между ними бывают просветы, которые мы принимаем за счастье. Есть такое наказание, когда преступника погружают с головой в воду. То погружают с головой в воду, то вытаскивают. Хотя и то, и другое – часть наказания. Преступник радуется, когда его вытаскивают из воды. И примерно то же самое происходит с каждой обусловленной душой. Поэтому все шастры советуют общаться со святыми, с теми, кто предан Господу. Саду санга, сарва шастри коя, лава мантра саду санги, сарва сили гоя. Читание Чаритамрити, Мадхья-лила 22.54. Даже кратковременного общения с преданными достаточно, чтобы обусловленная душа навсегда избавилась от страданий, которым она подвергается в материальном мире.
Поэтому движение сознания Кришны старается предоставить каждому возможность общаться с святыми. Все участники нашего движения должны стать настоящими саду и спасать падшие обусловленные души. Это лучшее служение человечеству. Para upakar, the highest form of welfare work. Параупакара — это высшая благотворительная деятельность. There's so many kinds of welfare work going on in this material world. В этом материальном мире есть множество видов благотворительной деятельности. But Prabhupada described that this is like blowing on a boil. Blowing, you know when you boil, it's like a red thing full of pus. You blow, it won't take Это the то же sound. самое, что дуть на фурунку, что другом делает. Prabhupada gave that example. The suffering of material life, it cannot be removed by material welfare work. Страдания материальной жизни невозможно уничтожить с помощью мирской благотворительности. You know, you can get a little bit relief. Можно какое-то небольшое облегчение. If you blow on a boil, you know, maybe it gives you feeling a little bit cooling, little bit relief. Так, если вы будете дуть на фурунку, может быть, какое-то облегчение вы почувствуете, может, слегка охладиться. But you know, if the doctor has to take the boil, then what the lancet he has to, you know, it's quite a painful process. На самом деле это болезненная операция, доктор должен там вскрыть его, да, чтобы вышел. So Krishna, you know, the real relief from material existence is to give spiritual knowledge. Здесь говорится, что истинное облегчение – это давать духовное знание. That is a real welfare work, because by spiritual knowledge one can overcome the difficulties of material existence. И это истинная благотворительность, потому что благодаря духовному знанию можно преодолеть все трудности материального существования. And it may not be so pleasant, one can say. Кто-то может сказать, это может быть не так приятно. Sometimes it's said that, you know, material life is like nectar in the beginning, but in the end it becomes like poison. Иногда говорят, что материальная жизнь подобна нектару в начале, но в конце она напоминает яд. But Krishna consciousness can be like poison in the beginning, but then becomes nectar. В то время как сознание Кришны в начале может быть ядом, но впоследствии становится нектаром. For someone who's attached to material enjoyment, he doesn't want to take the medicine of chanting the holy name. Кто-то, кто привязан к материальным наслаждениям, он не желает принимать лекарства воспевания святых имен. But if he follows the doctor's advice, follows the advice of the sadhus, takes the medicine, gradually he becomes cured. Но если он будет следовать советам врача, наставлениям садху, то в конечном итоге постепенно он излечится. Prabhupada gives the example of a man with jaundice. И Шрила Прабхупада здесь приводит пример человека с желтухой. So the cure for jaundice is to eat a sugar candy. Вылечить желтуху можно, принимая сладкую пищу. Конфеты. Sugar cane or sugar candy. Самый тростник или конфеты. And in the beginning it just tastes very bitter. И вначале они горькие на вкус. But as it goes on eating, then gradually, you know, the taste changes to sweet. Но если продолжать их принимать, то постепенно и вкус меняет на сладкий. So, you know, inichi ausadi maya nashi baralagi harinam mahamantra lao tumi maga. Bhaktivinoda Thakur, he says, I have the medicine, aushadi, to cure the disease of Maya. Бхактивинода Тхакур говорит, что у меня есть лекарство, которое может излечить эту болезнь майи. Take this harinam and chant. Примите эту харинаму, воспевайте. So, in this way, even though, you know, we are unfortunate in this material world, by practicing Krishna consciousness, we can become fortunate. Хотя в этом материальном мире мы неудачливы, но благодаря практике сознания Кришны мы можем стать удачливыми. A real fortune. Истинная удача. Not a temporary fortune. Не какая-то временная.
but eternal good fortune. Но вечная удача. We can revive our eternal spiritual relationship with Krishna. Мы можем оживить, восстановить наши вечные духовные взаимоотношения с Кришной. And gradually become free from the desire to enjoy separately from Krishna. И постепенно избавиться от этого желания наслаждаться отдельно от Кришны. Be happy, absorbed in the devotional service of Krishna. Испытывать счастье, будучи погруженным в преданное служение. That is the consciousness of the liberated souls in the spiritual world. Таково сознание освобожденных душ в духовном мире. Therefore, they don't need to come to this material world. Поэтому им нет необходимости приходить сюда, в этот материальный мир. No. Nothing interesting here for them. Тут для них нет ничего интересного. So we can, this process of Krishna consciousness, Bhakti Yoga process, it's a process to develop the same kind of consciousness as the liberated souls in the spiritual world. И процесс сознания Кришны состоит в том, чтобы развить вот это сознание, которым обладают освобожденные души в духовном мире. So we can use this valuable human form of life to prepare ourselves to be able to enter into the spiritual world. Для того, чтобы мы могли использовать эту ценную человеческую форму жизни, для того, чтобы подготовиться и отправиться в духовный мир. So to do that, we need the association of sadhus, of serious devotees. Но чтобы это произошло, нам нужно общество саду или серьезных преданных. Titikshava karunika suridam sarvadehinam ajata satrava santam sadhava sadabhushana. Kapila Dev explains the qualities of the sadhus. Капила Дева объясняет качество саду. They're tolerant and merciful. They can tolerate all kinds of difficulties, and they always try to help the conditioned souls. Они терпимые и милостивые, они могут терпеть все возможные трудности и всегда проявляют милость по отношению к возможным душам. Friend and well-wishers of everyone. Они являются друзьями и благожелателями для каждого. They have no enemies. У них нет врагов. They are peaceful. Они умиротворены. They follow the scriptures. Они следуют священным писаниям. And in this way they have sublime characteristics. Таким образом у них очень возвышенные характеристики. So by associating with sadhus, especially by following their instructions, then we can also develop such good qualities. Возвышенные качества. И также, общаясь с святыми, мы сможем также развить вот эти возвышенные качества. It's explained in scriptures that devotees have 26 qualities. Священное Писание объясняет, что у преданных есть 26 качеств. One quality is primary, and 25 qualities are secondary. И одно качество является главным, 25 вторичным, второстепенным. So primary quality is surrender to Krishna. Первое качество – предание Кришне. By accepting authority of Krishna, Krishna's devotees, following those instructions, Приняв авторитет Кришны, преданных Кришны, следуя их наставлениям. Then gradually we can develop the good qualities of Krishna and his associates. Тогда постепенно мы сможем также развить вот эти хорошие качества Кришны и его спутников. Not to the same extent as Krishna, but in a small way we can. Конечно, не до такой степени, как они у Кришны есть, но меньше. But still we can develop more and more saintly qualities by association with saintly persons. Но все же мы можем развить вот эти святые качества благодаря общению с святыми. And thus we'll be able to help others also to improve their lives, to take to the path of spiritual progress. Таким образом мы сможем помочь также другим улучшить их жизни и встать на путь духовного прогресса. So thank you, Hare Krishna. Спасибо, Харе Кришна. Any question or comment here? Вопросы, комментарии? Скажите, пожалуйста, что делать, если вас предал самый лучший друг Кришны? What can a person do if he has been betrayed by his closest friend, Vaishnava? Well, what to do? He has to go on Что делать? chanting Hare Krishna. Продолжать воспевать Харе Кришна. And, you know, if devotees make mistakes sometimes, Иногда преданные совершают ошибки. you know, it's still the material world. Это материальный мир. And
But it doesn't mean we should give up Krishna consciousness. Но это не обозначает, что мы должны оставлять сознание Кришны. Surely there'll be other friends, good friends in Krishna consciousness that can help us. Обязательно будут другие друзья, хорошие друзья в сознании Кришны, которые смогут помочь нам. It's a disappointment, of course, if such thing happens. Бесспорно, это разочарование, когда это происходит. But anyway, we have to tolerate all kinds of difficulties. Но в любом случае мы должны терпеть различные трудности, все возможные трудности. Prabhupada did say, don't expect this material world to be perfect. Что Прабхупада говорил, не ожидайте, что этот материальный мир будет совершенным. Even ISKCON don't expect to be perfect. Даже ISKCON, не ожидайте, что он будет совершенным. If everything was too nice, then we want to stay in a material world. Если здесь будет все слишком хорошо, тогда мы захотим остаться здесь в материальном мире. So, there's always going to be some kind of problem or difficulty. Поэтому всегда будут какие-то проблемы, какие-то трудности. But we should take it as an impetus to depend more on Krishna and be more Krishna conscious. Для нас все это должно стать импульсом для того, чтобы в большей степени зависеть от Кришны и принять сознание Кришны. Скажите, пожалуйста, вот такой момент, что счастье здесь, как яркая вспышка, там лишь передышка, в море проблем. Есть такой вот певец у нас Киркоров даже, который подчеркивает это. И есть момент такой, что душа и живое существо, оно постоянно знает, что оно здесь страдает. И вот даже доказательство тому, что и мудрецы говорят, и священные писания, на собственном опыте он знает, что страдания неизбежны. Но мы все равно идем на это, как мотыльки вот на огонь. То есть у нас что, нету просто, чего нам не хватает? Почему мы бросаемся в это пламя и сгораем там, хотя знаем, что мы сгорим, и все равно мы идем на это пламя? Почему оно нас так привлекает? Dull-brained. Мозг как дал, да? Мозг как дал, да, жидкий? Not dull. Дал, тупой. Well, that's the nature of material existence, When one is in a material world, he's constantly being attracted by sense enjoyment. Такова природа материального существования. Находясь в материальном мире, живое существо все время привлекается чувственным наслаждением. We have to try to spiritualize our lives as much as possible. Мы должны стремиться одухотворить свою жизнь максимально, насколько это возможно. To keep as much spiritual content in our lives as possible. Как можно больше духовной составляющей нашей жизни привнести. As much chanting as possible. Как можно больше распевания. And association with devotees, with the deities. So that's nice, Here you have community, you have many devotees, you have nice deities. И тут у вас это просто, потому что у вас множество прекрасных преданных, замечательная община, прекрасные божества. So you can cook nice food stuff, offer to deities, distribute nice prasadam. Вы можете готовить замечательные блюда, предлагать их божествам и раздавать прасад. Have nice kirtans. Just fill up your life with Krishna consciousness as much as possible. Просто наполните свою жизнь сознанием Кришны максимально, как возможно. And reduce the, material sense gratification as much as possible. Не уменьшайте материальные чувственные наслаждения в вашей жизни, насколько это возможно. Even, you may not be 100% successful, but you may be 95% successful or 90% successful. Так должно быть, чем меньше, тем лучше. Может быть, вы на 100% не добьетесь успеха, но успех на 95% это тоже успех. Material energy is very powerful. Материальная энергия очень могущественна. And very expert to present different kind of attractions and allurements. И совершенным образом представляет вещи, к которым мы привлекаемся, на что мы отвлекаемся. But we just should try to fill up our life with Krishna consciousness as much as we can. Но мы стремимся заполнить нашу жизнь сознанием Кришны
максимально, насколько это возможно. And once, Prabhupada said, to go back to Godhead, you have to be 100% Krishna conscious. Однажды Шрила Прабхупада сказала, для того, чтобы вернуться к Богу, необходимо обладать 100% сознанием Кришны. And a devotee asked, what if I can't be 100%? И один преданный спросил, что если я не могу на 100%? And Prabhupada said at least 90%. Тогда Шрила Прабхупада сказал, хотя бы на And 90%. if I can't manage 90%, and Prabhupada said at least 80%. Преданный сказал, но если я на 90 не могу, Шрила Прабхупада сказал, ну тогда 80%. And he said, if I cannot manage 80%, then Prabhupada said, well, at least 70%. Шрила Прабхупада сказал, но если я не могу 80%, Шрила Прабхупада сказал, хотя бы 70%. So as best as possible, as much as possible. Насколько возможно, максимально. We should aim for 100%, Нашей целью должны быть 100%. Just like you're studying for exam, you try to get 100%. You may only get, 75, 80, whatever. Когда вы учитесь, готовитесь к экзамену, вы, естественно, медитируете на самую высшую оценку, на 100%, да? Но можете получить, может быть, 75% или 80%. But if you think I'll only try for 60 or 70, если вы думаете, нацелюсь на 60 или 70%, then maybe you'll get 40, you may fail the exam. может быть, вы 40 получите и не сдадите экзамен. So, try your best. Старайтесь изо всех сил. And Lord Chaitanya is also very merciful. Также Господь Чайтанья очень-очень милостив. Ну вот у нас я заметил так, в России, что мы почему-то рассчитываем на 0,5%, на 1%. Немножко сделаем совсем, и потом очень так четко выдергиваем из священных писаний там небольшое продвижение там по этом пути нас спасет. Но немножко, если оказал услугу там преданному, все уже спасен. Один раз повторил Харибол, уже назад нет дороги. И вот мы даем немного, а от Кришны очень много требуем. У нас получится вот так? Well, you shouldn't be thinking that in other countries they're so much better. I think you're doing okay here. Что сказать? Не думайте, что в других странах что-то по-другому. У вас тут все хорошо. Anyway, even 1% it's better than no percent, isn't it? Ну, скажу, в любом случае, даже 1% это лучше, чем 0. It may take time to gather momentum and strength. Может быть, потребуется время для того, чтобы вот эту движущую силу, инерцию набрать, да, и силу. And it can even take some lifetimes. Иногда для этого требуется несколько жизней. But keep trying in the proper direction. Но продолжайте это движение в верном направлении. And Krishna will surely help. И Кришна вам точно поможет. Можно еще вот по поводу вот этого вопроса, почему мы страдаем, тем не менее, все равно надеемся. Вот. И в Священном Писании говорится, что это влияние гуна-страсти и невежества. Благодаря совершению преданного служения преданный должен подняться, по крайней мере, на уровень гуны благости. И в благости все врата тела освящены знанием. И знание это означает, мы видим правду. Чувства нас не обманывают. Мы видим природу этого мира, мы видим время. Вот. И это мудрость, когда око мудрости открыто. И тогда преданный, он очень серьезно относится к шансу вернуться в духовный мир и восстановить отношения с Богом. Пока преданный не обрел мудрость, он будет думать, если я не обрету преданное служение, по крайней мере, райские планеты, или, по крайней мере, не знаю, пирожки с капустой, там, или что-нибудь. То есть для него это как несерьезно. Но когда преданный видит по-настоящему этот мир, он также, это дополнительный стимул, это вдохновение, он страшно. Прабхупада говорит, что проблема от моих учеников, они не боятся майя. Да, и вот это бесстрашие, оно из глупости исходит, потому что каждый день мы можем видеть, что происходят ужасные вещи в материальном мире. Вот. Поэтому преданный, по крайней мере, должен подняться на платформу серьезного преданного. Мадхьям Адхикари, говорится, у него появляется Адхикар достичь према. Конечно, Адхикар, есть Адхикар подняться до уровня Мадхьям Адхикари, то есть стать серьезным преданным. Вот.
пока человек оптимистичен в материальном мире, вряд ли он будет серьезен. Vishnu Prabhu, I have to go. Okay. Perhaps he can. No, he can't. We'll finish here. Thank you. Grantaraj Srimad Bhagavatam ki jai, Shrila Prabhupade ki jai, Nitai Gaur Premanandi. Hare